Я хочу для вас сегодня записать видео. Прям сегодня ехала и поняла в потоке, что вот я, мы, собственно, говорим о странах, мы говорили о Лондоне, Англии, мы говорили о Стамбуле, уже с вами делали метадиагностику. Но у меня появилась прекрасная идея сделать такую вот метадиагностику, такой скан на, собственно, всю планету Земля, для всего человечества. Поэтому, как вы знаете, я делаю такие просмотры, то есть мы прямо сейчас так с вами в онлайн-режиме, спокойненько, тихонечко посидим. Наверное, это будет небольшое такое короткое видео, где мы кратенько разберем вообще, что происходит с человечеством в целом. На каких уровнях развития, сколько процентов, как обычно, я дам, посмотрю сейчас. То есть я к этому видео, как вы знаете, не готовлюсь. У меня есть запрос, я точно так же с вами буду вместе узнавать всю эту информацию. То есть в таком в онлайн-режиме будем просматривать и все это разбирать вместе. Вот. Просмотрим, сколько людей находится на каком уровне развития. И самое главное, я хочу посмотреть 5 главных уроков на данный момент для человечества. То есть какие мы сейчас с вами вызовы, какие, скажем так, основные моменты нам сейчас нужно проработать, осознать для того, чтобы двигаться вперед. То есть не какой-то стране, не какому-то отдельному слою населения, а вообще всему человечеству. Классно? Классная тема. Погнали. Не будем задерживаться. Сегодня у меня нету, скажем так, человека, который у меня будет брать интервью, задавать мне вопросы. Вот, поэтому сегодня вот мы с вами наедине. Вот. Вокруг у нас сады стареют. Тут оливковые деревья по 300, по 500 лет вокруг меня. И в конце видео я сниму такой небольшой обзорчик этого места и покажу. Ну, погнали. Давайте, значит, для начала мы всегда смотрим в целом вот наша планета Земля, да, человечество на планете Земля, да, какое в целом сейчас у людей состояние. Давайте посмотрим. Давайте возьмем, как обычно мы смотрим, от 1 до 10 в плане энергетики, да, всего человечества. Вы знаете, сейчас состояние энергетики у всего человечества где-то, если брать от 1 до 10, да, где-то 5-6. Но я вижу, что еще буквально пару лет назад было 2-3. То есть у нас сейчас идет такой небольшой рост. Рост любви, рост света, рост положительных эмоций. У людей возникает больше желания вообще жить, что-то менять, что-то делать для других, что-то привносить на эту планету. То есть у людей появляется больше желания, скажем так, знаете, созидать. Вот, потому что я смотрю, что 2-3 года назад, мы знаем, какие обстоятельства были у людей. В целом, вот я смотрю, человечество было, если посмотреть от 1 до 10, то общее настроение, знаете, такое, температура по палате была где-то 2-3. То есть энергия была очень слабая, и светлых людей было гораздо меньше, чем сейчас. Вот. Поэтому это, конечно, меняется. Это меняется в лучшую сторону. Я думаю, что, вот как мне сейчас показывают, что в ближайшие год-два мы дойдем до отметки 7-8, потом будет небольшой откат, а потом мы вообще пойдем на 9-10. Но вы это знаете, мы сейчас совершаем переход, то есть многие люди уже совершили этот переход, да, и какое-то количество людей в процессе, а кто-то, в общем-то, этот переход не совершает и, возможно, даже и не совершит на данный момент. Так, вот давайте посмотрим, как обычно, сколько людей уже совершили переход вот из всего человечества, всех людей, которые сейчас живут на планете, которые уже завершили этот переход и живут уже в новом измерении, и совершенно для себя видят новую реальность, уже живут, созидая, не разрушая. Основная их энергия – это свет, любовь, благодарность, сострадание, милосердие, честность, верность, доброта. Ну, в общем, все добродетели, которые нам всем известны. Знаете, сколько людей сейчас живет на планете в этом состоянии? Где-то 5-10%, где-то даже, я бы сказала, 7-10%, потому что все зависит от континента и стран. Но в целом вот человечество, уже, так скажем, просветленные люди, это вот такой вот процент. Это очень хороший процент, кстати говоря, потому что когда я еще смотрела 10 лет назад эту тему, я думаю, что сейчас, в ближайшие годы, я буду делать, если будет такой запрос, и я почувствую, что это нужно сделать, я буду делать такой запрос каждые 2-3 месяца. Это очень интересно. Мы будем смотреть, какая энергетика у людей, сколько людей в каком процентном соотношении и основные задачи на данный момент. Вот, поэтому, значит, переход уже совершили, уже находится, действительно, я смотрю, прям вот очень светлые люди, то есть прям кристаллическое у них уже поле, очень чистое, вот,
люди, которые в этом процессе перехода, где-то 70% людей находятся сейчас прям в активной фазе перехода. Где-то процентов 20 из этих людей переживают очень кризисные моменты. Им очень тяжело, у них большие вызовы по судьбе, проблемы по здоровью, у них кризис вообще личности, они не знают, чего они хотят, куда им идти. То есть это, собственно, признаки такого активной фазы перехода, когда человек, собственно, находится, знаете, у него такой катарсис происходит. Вот из этих 70% где-то 20% переживают очень острую фазу. Остальные, я смотрю, люди достаточно, ну, я бы не сказала, что мягко, но без такой сильной остроты. Вот, проживают. То есть многим людям, я смотрю, процентов как кажется, что это вообще конец, знаете, вот им кажется, что это вообще конец, дальше ничего не будет, я не смогу пережить все эти обстоятельства, которые мне сейчас в жизнь пришли, это вообще вот просто мне гаплык, мне капец, то есть все подошло к концу, никакой надежды нету. Но на самом деле, это, знаете, как самая темная ночь перед рассветом. Вот эти где-то вот этого процента людей, которые я сказала, да, это именно вот такой вот такое есть ощущение. Если вы чувствуете себе сейчас такое состояние, спросите себя, возможно, это сейчас просто я прохожу очень большую трансформацию в своей жизни, и это на самом деле не конец, а совершенно новое начало. Вот. Дальше поехали. Значит, людей, которые находятся совершенно в таком сейчас, ну, на данный момент это называем невежеством, но это, скажем так, 3D-изменения, когда люди вообще отрекаются, не верят и живут не по духовным законам, а живут простыми материальными ценностями, в основном это страхи, жадность, эгоизм, желание любую ситуацию, любые обстоятельства привносить насилие, агрессию, все через борьбу, то есть очень мало духовности, такой процент населения, где-то, ну, вот остаток, да, людей у нас получается 10, где-то 15% это, ага, вы знаете, люди прям совсем вот у них отчаянное положение. То есть, конечно, ну, 90% этих людей не перейдут, к сожалению, и начнут процесс изменений, потому что они просто уже не успеют. Поэтому это, собственно, тот процент людей, которые будут сильно болеть и не выздоравливать, у которых будут случаться всякие катастрофы, катаклизмы, в их жизни будут происходить очень трагичные обстоятельства. Они даже будут не понимать, что происходит, будут это воспринимать как просто насмешку над своей судьбой, что они какие-то неудачники, вот другим везет, а мне нет, а у меня не получилось, и много чего другого. То есть, ну, эти души так и не смогут совершить на Земле этот переход, им, к сожалению, придется проходить снова воплощение, и некоторые из них будут воплощаться, я смотрю, практически быстро, моментально, потому что уже в том теле, которое у них сейчас есть, они не могут совершить какие-то изменения в сознании. Вот. Поэтому я хочу еще, знаете, посмотреть, какой процент из этих людей все-таки у них есть какой-то еще шанс остался на изменение. Ну, видите, из этих 10-15%, вот, я специально оставляю эти 5, потому что все-таки разные континенты, разные страны мне очень так показывают, что именно вот такой зазор есть. То есть нету четких процентов, потому что мир очень, ну, большой все-таки, да, и разный. Одно дело Африка, другое дело Америка, да, другое дело Европа, все страны очень разные. Вот, где-то 1-2%, то есть у них даже шанса нет на этот переход вообще. Вот. У остальных, знаете, сейчас последнее, знаете, как отчет 10, 9, я прям слышу 8, 7. То есть людям как будто бы в жизни посылают последние сигналы, такие последние opportunities, последние шансы, какие-то возможности, чтобы они все-таки пробудились, чтобы они поняли, что жизнь, она гораздо богаче, что есть что-то, что управляет этим миром, что есть духовные законы, что есть божественная энергия, что миром правит любовь и так далее, да, то есть я смотрю, им прям вот как будто бы даже не по голове им там бьют молоточком, знаете, им уже, да, как обратный отсчет им дают, да, и в душе. Вот, я смотрю, что у большинства этих людей, они даже не подключены к своим наставникам, ангелам-хранителям, то есть они свою интуицию не служат, то есть это люди, которые живут в полной, знаете, такой отрешенности от мира. Большинство из этих людей употребляют очень много алкоголя, у них очень тяжелая работа. Есть люди, которые утопают в безделии, бесцельности. Ну, наверное, не будем разбирать. Это не очень интересная такая тема. Я даже не хочу. Вот я прикасаюсь к этим людям, к их энергетике, мне даже не хочется этого касаться. Вот. Давайте лучше поговорим о людях, которые совершили уже переход. 10-15%, да, как я сказала, уже такие кристаллические чистые души.
как вообще им сейчас живется. И вы знаете, вы можете подумать, что этим людям уже живется достаточно легко и сладко. Нет, эти люди тоже проходят, я смотрю, свои уроки. Может быть, где-то 0,5% из этих людей живут действительно уже такой стабильной, спокойной, однозначно гармоничной жизнью. У них даже не возникает никаких иногда болезненных симптомов, плохих настроений, негативных каких-то перепадов настроения, скачков. То есть это люди уже прям частично. Так где-то 0,5% я вот вижу, даже, да, вот это 0,3-0,5 мне показывает. Вот. Вот. А остальные, да, получается, почти там больше 10 с хвостиком людей, я смотрю, что у них бывают, знаете, бывают и подъемы, и падения, то есть они хоть и сделали уже переход, но они даже так же пока прорабатывают очень много уроков. И пока души тоже совершают большую работу. Вот. Вы спросите, а когда же закончится? Это постоянная проработка, там, какие-то все-таки просто, понимаете, чем отличаются, допустим, люди, которые совершают переход, и которые совершили переход. Люди, которые совершили уже переход, какие-то трансформации или простые события, какие-то вызовы, они уже воспринимают это как с благодарностью. Да? Вот как я, например, смотрю жизнь. Я благодарна любым обстоятельствам, сложным, сладким, несладким, любым, для того, чтобы... Я понимаю, что это повод для моего развития. Да? То есть я благодарна каждой возможности отточить свою душу и очистить ее от всякой шелухи, которая мешает мне жить в еще больше любви, в еще большем счастье, в еще больше гармонии. Так вот, эти там 10-15% людей, да, они все очень хотят этого, да, и вопрос такой у меня даже самой интересно, давайте посмотрим, когда же люди уже вообще перестанут отрабатывать вообще карму и избавиться от всех своих программ. Но я вижу, что 3-4% избавиться уже в ближайшие 1,5-2 года. Класс. Я думаю, что я тоже в их числе, я тоже этого хочу, у меня это стоит главной задачей, потому что есть еще у меня какие-то стереотипы, программы, которые, собственно, не то чтобы мешают мне жизнь, но они еще, знаете, где-то в поле у меня сидят, иногда эхом отдают, и я вот уже чувствую, я прям поставила себе эту задачу, и я знаю, что эти вещи уже уходят. Знаете, такое эхо, которое когда-то запустился, да, сейчас это эхом идет, и вот эти отголоски уже хочется совершенно убрать, чтобы вообще их не было. Таких людей, я смотрю, достаточно, процентов 2-3 будет, вот, таких людей, и в ближайший год-полтора они совершенно полностью перейдут уже в такое состояние гармоничной жизни, счастливой, и не нужно будет уже даже проходить вот этих, знаете, подъемов. Все будет очень у них гармонично и ровно. Вот. Остальная масса людей, да, вот мы как посмотрели, 70% людей, которые совершают переход, давайте посмотрим, критическая масса людей, когда же она совершит этот полностью переход. Я почему-то идет 28 год, это, видимо, первый рубеж, когда будет такой большая часть людей завершит этот переход для себя, трансформацию. Потом идет 30-й год, 35-й, 36-й, тоже очень большая масса. То есть вот такие вот точки. Вот, можете себе это записать и потом проверить, как это отразилось в вашей судьбе, потому что вот такие, знаете, ключевые моменты, они будут возникать. Может быть, это будет связано с какими-то еще глобальными событиями в мире. Посмотрим. Вот. Ну, в общем, где-то такой срез общий такой. Я всегда смотрю еще цвет на данный момент, да, какой цвет у всего человечества. Давайте посмотрим, интересно. Оранжевый, ну, вторая чакра. На второй чакре большинство людей. Ну, в общем-то, понятно, да, что пока еще люди все-таки решают очень много, скажем так, базовых вопросов своих, скажем так, жизненных, вот, и духовных вопросов уже основная концентрация на это идет еще, конечно, уменьшило количество людей. Вот. Ну, дальше поехали. Давайте смотреть, какие главные 5 уроков в целом у всего человечества, да, которые нам нужно решать на данный момент, чтобы нам максимально благоприятно и быстро продвигаться вперед. Поехали. Значит, первый урок, который сейчас проходит человечество. Главный урок, да, который сейчас человечеству нужно пройти. Ну вот мне почему-то сразу Лондон вспоминается, я об этом уже говорила в том видео, да, что есть, кстати, в Турции, поэтому здесь мне, наверное, очень комфортно жить, потому что какие бы обстоятельства ни были, какие бы трудности ни возникали, у людей должен оставаться позитивный настрой, вера в то, что я совсем справлюсь,
что все будет хорошо, что любые обстоятельства, сложности, трудности, проблемы, они преодолимы, и ты все равно их даже преодолевание ты делаешь это с улыбкой. То есть понятно, что ты можешь быть расстроен, у тебя могут быть разные там и так далее обстоятельства, но в целом у тебя внутри есть такой позитивный настрой, да, то есть вера в то, что все будет хорошо, и удовольствие, да, от проживания своей жизни. Вот это, наверное, первый главный урок, который человечеству нужно пройти. То есть для каждого человека это в его судьбе по-разному, но в целом вы понимаете, да, то есть такой оптимизм, оптимистичное отношение ко всему, что происходит вокруг тебя, что бы ни происходило. Это первый урок. Давайте смотреть второй урок, да, для всего человечества на данный момент. Ну, люди привыкли, сразу идет, что благодарны за то, что люди привыкли воспринимать все как должное, к сожалению, да, и поэтому очень многие люди застряли в прошлом, поэтому очень многие люди не меняются, поэтому второй урок главный, который для каждого из нас, да, для всех людей, которые живут сейчас на планете, это все, что мы имеем, быть благодарным каждую секунду, то есть видеть ценность, важность и уникальность, удивительность всего, что вокруг есть. Вот этих вот замечательных листьев, этой прекрасной подушки, у которой такой красивый узор, напоминающий мне Миссони, мои старые года, когда я работала дизайнером в Москве, и мы, в общем-то, заказывали всю возможную красоту этого мира, да, людям в их домах. Пальмы, оливки, небо. Все прекрасно, все создано для нас. Какой-то прекрасный человек придумал этот волшебный жакет, в котором мне теперь тепло и уютно. Я прям себя чувствую таким вот белым полярным мишкой. Понимаете, вот такое ощущение бесконечной, ежесекундной, ежеминутной благодарности и как знаете, как вот такой безусловной благодарности и любви к этому миру и к тому, что вокруг тебя окружает. Потому что у каждого это свое. У каждого это свое в какой-то точке мира, в каких-то обстоятельствах, на своей кухне, на своей улице. Это может быть березка, это может быть какой-то ручей, это может быть река, это может быть море, неважно. Все, что вас окружает, все, что происходит с вами каждый день, все это должно вызывать у вас постоянно, ежесекундное. Это должно стать у вас в привычке. Вот у меня это уже очень давно в привычке. Я постоянно благодарна, радуюсь, удивляюсь и изумляюсь тому, какой удивительный этот мир, и как много у меня всего есть, и как много мне дано. Вот я живу с этим настроением постоянно, оно уже вшито, просто, знаете, как оно у меня уже в крови. Поэтому сейчас вот у каждого человека на планете есть эта главная задача быть в постоянном ощущении благодарности. Вот, это очень важно. И это не просто какие-то слова, вы понимаете, это должно быть, это должно быть уже, знаете, как вот ты кислород дышишь, как ты воздух вдыхаешь, точно так же и это ощущение от жизни должно быть. А люди очень многие, вот я смотрю, уже воспринимают, уже, мне это не так, этого недостаточно, дайте больше, это мне не то, все воспринимают как должное. Когда ты все воспринимаешь как должное, когда ты к миру так относишься, то как тебе мир будет относиться? Так же, понимаете? Поэтому все из любви, все из изобилия, тогда все будет работать. Ну, такой вот второй урок. Давайте смотреть третий урок, который сейчас проходит все человечество, который нужно сейчас пройти. Ну вот самая простая вещь, которую мы все знаем, это называется любовь. То есть у нас первая реакция у всех людей на любые какие-то обстоятельства, дискомфорт, любые какие-то что-то идет не так, нам наступили на ногу, зашло солнце, на работе что-то не получилось так, как я хотел. Первая реакция всегда у людей – это раздражение, агрессия, негатив. Что-то идет не так, как я сказал, что-то идет не так, как я хочу. Я специально вот сейчас вам объясняю простыми словами, такими, знаете, ежедневными, простыми, всяких там заумностей, потому что это самое главное, чтобы что-то понять, прочувствовать, это все нужно сделать очень простым. Вот. Поэтому я специально так вот просто как для себя, знаете, как вот с подружкой общаюсь, вот точно так же хочу это видео записать. Очень простым, человеческим, без всяких заумностей, завихрений. Поэтому вот это третья причина о том, что люди просто привыкли, проживая какие-то свои повседневные ситуации, большие, маленькие, неважно, они привыкли раздражаться, когда что-то идет не по их представлению. То есть у них первая реакция это раздражение, то есть это черное, а не белое, понимаете? То есть не из реакции любви, не из реакции понимания, а сразу же реакция идет на негатив, на раздражение. То есть это очень сильно. Это главный вызов у людей сейчас, и всем людям на планете нужно научиться все прогонять через фильтр любви. То есть происходит ситуация, ты ее прогоняешь, знаете, как очистительное сооружение, как воду прогоняешь через фильтр,
Вот точно так же вот этот ты сам должен стать этим фильтром, и любое жизненное обстоятельство, которое через тебя проходит, оно через тебя прошло, и вышла любовь, понимаете? Оно через тебя прошло, темное вошло, свет, прошло через тебя, свет вышел, понимаете? Вот мы должны, каждый стать должен таким фильтром. И любая реакция, проживание любой ситуации, взаимодействия должно быть именно вот таким вот э, светом, понимаете? Это очень важно. Почему это важно? Потому что это ведет как раз, понимаете, в следующее измерение, в измерение пятое, да, когда ты живешь в постоянном потоке любви. Это тренировка такая. Поэтому тренируйтесь на мелких повседневных каких своих делах, в отношениях к семье, в отношениях с друзьями, с близкими. На любые ситуации, когда у вас возникает, отслеживайте за собой раздражение, негодование, страх и так далее, заменяйте это любовью. Спрашивайте себя, для чего мне нужна эта ситуация, да? Все сделано для нас с любовью. Для чего мне нужна эта ситуация? Какой урок мне нужно вынести из этой ситуации и так далее. Это будет вам помогать трансформировать все свои неприятные эмоции, негативные, в светлые эмоции. Вот. Такая вот третья у нас, да, это с третьей у нас была, да, уже. Давайте смотреть следующий, четвертый урок, да, который сейчас проходят все люди, все человечество на планете, которое мы сейчас должны сделать, чтобы завершить поскорее наш переход, да, и ускорить свое духовное развитие. Ну, четвертое, вы знаете, это идет про семью. То есть люди должны перестать жить с людьми, которых они не любят. Они должны перестать быть с людьми, с которыми они находятся из-за выгоды. Они должны начать создавать семьи исключительно в партнерстве, взаимном уважении, взаимной любви. То есть все пары, отношения, потому что семья, знаете, как говорится, ячейка общества. Поэтому мне это показывает, что это очень важно. Это в пятерке главных задач. Потому что в семье люди должны научиться иметь только любовь. Потому что когда люди в семье, как вспомните, как мы с вами росли, многие, да, когда в семье есть раздражение, когда люди терпят друг друга, когда нет любви и уважения, когда постоянное пренебрежение, недовольство, там нету ни капли любви. Вот. И там настает смерть. Там настает смерть души, там настает смерть духовного вообще мира. Люди начинают болеть, страдать. Ничего хорошего из этого нету. Поэтому сейчас очень важный такой момент, именно чтобы люди в каждой, в своей семье, в своей ячейке, в своих отношениях научился жить по любви и создавать семью только по любви, и это должно быть главной мотивацией. Никакой другой мотивации, потому что мне это выгодно, потому что мне страшно, потому что мне хочется с кем-то жить, потому что я боюсь быть один, потому что я давно хочу переехать от родителей, или я давно хочу, так не знаю, носить сумочки Луи Виттон, но все никак не могу сама заработать, не появится мужчина, который мне это сделает. Это все ложные установки, которые не приведут вас к счастью, которые мы сейчас с вами должны над этим работать. То есть все должны понимать, что в своей семье, в своих отношениях главным вектором, главной причиной, почему вы находитесь с людьми, должна быть только любовь. Любовь, чувство внутренней теплоты, радости с этим человеком. Если этого нету, вы должны уходить из этого или попытаться это создать и поменять в тех условиях, в которых вы можете работать над собой. Если вы работаете над собой, и, допустим, если вы женщина, мужчина не меняется рядом с собой, то мужчина все равно поменяется. Вы должны это понять. Да? Так и говорится. Если мужчина не меняется, то мужчина поменяется. Будет другой человек. Вот. Поэтому очень важно, четвертый момент, это создавать теплоту, любовь в парах, в отношениях, в семьях. То есть никаких других причин находиться вместе больше это не работает. Это будет не работать, если вы будете так пытаться строить отношения, вы будете страдать, вы не будете двигаться вперед, вы даже будете не понимать, почему у вас в жизни какие-то проблемы, почему вы в страданиях, в переживаниях, да, и вы будете объяснять какими-то другими вещами, но на самом деле все очень просто. У вас изначальная причина, почему вы живете с этим человеком, не строите с ним отношения, не любовь, а какие-то другие, которые что вы понимаете за любовью, да, то есть не безусловная любовь, а какие-то другие ее проявления, которые, может быть, вы хватанули с детства. Это забота, это какое-то чувство безопасности и так далее и тому подобное. Понятно, что в любовь входит очень много вещей, но вы должны понять, что какая-то вот такая вот одна вещь не может стать основной, да, для того, чтобы строить отношения. Ну, в общем, не поняли. Не буду сейчас читать лекцию, что такое любовь. Дело не в этом. Главное сейчас вот уроки понять. Мне самой было это очень интересно, кстати. Именно вот я знаю, что всегда мне показывают, да, от главного к менее важному. То есть все-таки, что у нас было главное, вот первое, второе, пункт, третий, да, то есть сейчас пятый пункт, самое, скажем так, менее важно из этих пяти, но тоже очень важно. Давайте смотреть пятое, да, пятый урок, который сейчас проходит человечество и который очень важно нам сейчас каждому человеку осознать.
творчество. Вот идет творчество, то есть люди должны научиться, видите, что перейти в пятое измерение, для того, чтобы жить уже свободно и созидать, люди должны все, что они делают, это они должны делать. То есть работа, проявление в социуме, чем вы зарабатываете на жизнь, это все должно быть творчество. Поэтому многие люди сейчас, кстати, если вы заметили, задают, даже мне вот сторис пишут, в Инстаграме мне пишут, да, вот я не знаю, чем хочу заниматься. То есть люди уже чувствуют, как раньше просто механически работать, делать какие-то вещи такие, да, люди уже не могут. То есть люди понимают, что они хотят самовыражаться, они хотят чувствовать ощущение вдохновления, воодушевления от того, что он делает, да. То есть я даже могу рассказать вам по себе. Вы знаете, что я работала архитектором, когда я в этом реализовалась, и я выполнила, скажем так, взяла из этого все, то есть моя душа напиталась и наполнилась всем, что нужно от этого, мне захотелось заниматься чем-то другим. И я помню, что тогда я еще только начинала работать с собой, да, это было, ну, практически 20 лет назад, и я еще пока тогда не было, знаете, так много информации, вот, и я маялась, я искала что-то, да, но я понимала, что мне надо что-то делать новое для того, чтобы у меня пошло вот это ощущение восторга, радости от того, что я делаю. Поэтому сейчас очень люди ищут новые направления для себя, и это прекрасно. И означает, что люди начнут делать вещи, которые им интересны, которые их радуют, и они будут что-то нести в этот мир, испытывая чувство радости. Когда это занятие, которое они делают, они перестанет их радовать и вдохновлять, они будут искать что-то другое. Поэтому это очень важно. И я, то есть у меня бывают периоды, я, например, 2-3 года я занимаюсь только дизайном и не хочу заниматься чем-то другим. Потом я занимаюсь консультированием какой-то период, и прям мне от этого прекрасно. Сейчас у меня, значит, такой период, что я снова вернулась на YouTube, и мне очень хочется с вами общаться и вести именно такие, знаете, разговоры, какой-то такой вот диалог с вами именно через YouTube. Посмотрим, да, к чему это приведет. Наверняка это тоже даст какой-то новый этап, да, что-то для себя новое, интересное почувствовать. Вот. И, кстати, я вспомнила, я же школу счастья открыла, да, и вообще весь Инстаграм, вся работа с вами, это же сотни, это тысячи девушек, да, у меня были за эти годы. И это удивительно, конечно, то, что именно переезд в Бодрум, именно к морю, к воде, а вода это всегда для меня, это, ну, как вы знаете, увеличение моей энергии, моей силы, поэтому, кстати, мы здесь с вами сидим, вы, наверное, слышите, здесь искусственный водопадик, может быть, он вам шумит, я попытаюсь убрать звук, но это как раз вот вода, видимо, поэтому захотелось именно здесь, в этом месте записать такое видео. Вот, поэтому пятая причина – жить постоянной энергии творчества. Чувствуете, что то, что вы делаете, начинает вам наедать? Думайте, как сделать это интересней. Думайте, как принести. Вот мне говорят, а я рано работаю бухгалтером, у меня там все скучно, мне неинтересно. Подумайте, как вы можете эту даже профессию, если вы ее не можете или не хотите менять, чтобы она заиграла новыми красками. Может быть, сменить место. Может быть, в коллективе нужно что-то поменять. Может быть, в вашем коллективе ввести какие-то новые традиции. Может быть, вы будете тот человек, который в вашем коллективе задаст какую-то новую волну общения. Я помню, что когда я работала в архитектурной студии в Москве, да, в нашей команде, вдруг я стала человеком, который пил больше всех, гулял больше всех, курил больше всех. Я стала, простите, прервалось видео, на каждой вечеринке я пила, гуляла и так далее. Потом в какой-то момент я поменяла. А все продолжали курить, пить. И через 1-2 года у нас в нашем бюро практически все перестали курить, пить. Все начали даже на споры, я помню, спорить, что я бросил курить на деньги и так далее. То есть началась совершенно новая волна. А потом все привело к тому, что вечеринки вообще стали просто весельем, концертами. И это вот вообще ушел этот пьяный угар. Но это было очень много лет назад, я просто вам пример привожу. Поэтому, может быть, вы будете тем человеком, который вокруг себя создаст какую-то новую среду. Поэтому даже если у вас нет возможности поменять свою профессию в данный момент, и, может быть, вам этого и не хочется, но попробуйте делать то, что вы делали уже много лет, привычным образом, как-то иначе, чтобы получать больше удовольствия от того, что вы делаете. В общем, пятое – это все, что вы делаете, должно быть исключительно, знаете, как говорится, по любви. Все должно нести вам самому вдохновение, радость и удовольствие. Вот. Поэтому, если вы его не получаете, значит, надо что-то менять. И когда мы получаем удовольствие от того, что мы делаем, мы светимся счастью, радостью, полны энергиями, и мы благодарны людям вокруг, рады людям вокруг и делимся любви светом. Когда вы приходите на работу с кислым лицом или делаете то, что вы делаете, просто на отстань, хотела сказать плохое слово, то понимаете, и результат какой, кому это нужно. Поэтому сейчас все вот эти старые энергии, они уходят. Вот. Такие вот интересные у нас получились 5 причин. Я, в принципе, вот все, что нам дух показал, все, что в поле на планете сейчас есть, совершенно с этим согласна. Это есть в каждом из нас, это нужно каждому из нас дорабатывать в себе, и тогда мы с вами будем жить совершенно в новом мире, в котором нам всем будет еще приятнее, еще комфортнее, еще счастливее. Вот, поэтому, друзья, давайте
радоваться, улыбаться и создавать в первую очередь это пространство любви в себе и в своих семьях, и вокруг себя. В том месте, где вы живете, в том стране, в той стране, где вы живете, в том городе, где вы живете. Вот. А с вами была Ева Рейки. Я, как всегда, рада быть с вами. И надеюсь, вам было приятно, интересно и полезно. А я сейчас вам покажу вокруг, что происходит, как здесь красиво. Вот здесь я сидела, записывала вам видео. Не зря мне захотелось записать это видео. Это здесь, именно, видите, здесь водичка. Такой искусственный водопадик, ручеек. Это он так шумел нам все видео. Красивый, да? Видите, какое замечательное оливковое дерево здесь рядышком у нас. Вот так вот и мы с вами. Люди, которые совершают переход, это очень-очень-очень древние души, которые становятся таким вот очень такой современной, модной, стильной конструкцией в современном мире. Вот поэтому давайте уважать свои корни, брать из них всю самую мощь и силу и любить друг друга. А я с вами прощаюсь. Пока.